Привет, народ! И сегодня я делюсь и рассказываю о том, как у меня произошла интеграция моего высшего я. И сначала немножечко история о том, как в первый раз я ощутила и прожила опыт, когда мое высшее я, скажем так, спустилось и воплотилось в мое тело. Это было пару лет назад, это было в одной из первых моих медитаций, когда я начала практиковать медитации на открытие сердечного центра. Практически сразу, как у меня сформировался в медитациях запрос о том, что я хочу, я попросила свое высшее я, скажем так, спуститься, я попросила проявиться, я попросила понять, я захотела понять и прожить тот опыт, что это значит, а, кто я есть на самом деле, да, то есть мне нужно было понять, а, что вот эту духовную свою природу, скажем так, да, то, что я действительно есть эта душа, и как это, и что это. Вот. И в этой медитации, конечно, там моментально там случилось открытие сердца, там пошли энергии, у меня выросла вибрация, просто меня вынесло вообще в какие-то новые тотальные измерения. У меня текли слезы, это был, конечно, вообще невероятно очень красивый опыт вообще всех этих осознаний, просто фантастический. И самое главное, после медитации, когда я пошла вытереть слезы, привести себя в порядок, я помню, я смотрю в зеркало, и у меня начинают течь слезы опять, все сначала, потому что я смотрю на себя, и да, я вижу себя, я вижу свою внутреннюю природу. То есть это был вот первый мой опыт контакта с моим высшим я, когда тотально я загрузилась, скажем так, в это тело, и показала сама себе, кто я есть на самом деле. Я прожила это, я прочувствовала. У меня снялись все вопросы, вообще все сомнения по поводу того, что это все реально, эти все миры, вся эта духовная история, что она не просто где-то там существует, а мы в этом живем, мы это проживаем здесь, это наш опыт, и действительно мы есть нечто большее. Вот. И с того момента когда я тотально поверила, что все это, да, все это есть, это все работает, и я углубилась в практику, да, это был первый такой момент контакта. Далее в течение года у меня поменялись полностью образ питания, перестала есть мясо, перестала пить алкоголь, у меня такая сильно поменялась моя диета, мой образ жизни, я углубилась сильно в практику, вот, и пару лет спустя мы уже, если мы сейчас быстренько промотаем опыты мои, скажем так, на другое видео, что там со мной еще происходило интересного. Вот, мы говорим сегодня именно конкретно о высшем я, о нашей дуальности. Вот, и мне хочется перенести сразу с того последнего, скажем так, контакта с моим высшим я в этот год, в этот период, когда в конце февраля, когда произошла замена энергии, пришли вот этот с новым потоком энергии, которые свалились просто на нас, на наши головы, и по всей планете прокатилась, конечно, волна вот этих пробуждения, да, у людей осознание вот этих своей истинной природы, контакты со своими высшими я в какой-то формате. У каждого, конечно, по-своему это происходило, я понимаю, но только сейчас могу сказать, вот посмотреть назад и уже с пониманием рассказать вам, что происходило со мной за этот период, за эти пару месяцев. Итак, что касается того, как происходила интеграция, период достаточно такой сложный и болезненный в первую очередь конечно, для моего низшего я, для моего ума, для моего эго здесь. Вот, потому что происходило тотальное сначала обесценивание вообще себя и переоценка всего, что происходит вокруг моей жизни, и понимание, что все вообще как-то не так и неправильно, вот, интересные опыты приходили, то есть, знаете, меня последние пару месяцев вот эта дуальность, она просто меня штормила невероятно, то есть то меня выносило в вот этот опыт, то есть то у меня высшее я загружалась полностью вот сюда, то есть у меня каким образом это проявляется? Поднимаются вибрации, расширяется сознание, да, и вот здесь я уже присутствую в своей более высшей форме, скажем так, да,
и мир прекрасен, и все вообще, все в потоке, энергии, позитив, высокие вибрации, то есть я вижу вообще реальность в другом формате, воспринимаю по-другому время, и это такое очень позитивное состояние наполненности любви, глубокого смысла жизни. И представляете, и потом берет и забрасывает в тотальное вот опять в низшее я, вот в этот ум, вот в это состояние отделенности, вот в это состояние опять потерянности. И, я проживала опять, скажем так, все то же самое. Я понимала, что вокруг та же реальность, та же ситуация, та же люди, все то же самое, ничего не изменилось. Но мой взгляд, мой вот вот то, что я сама пыталась для себя прожить, да, насколько вот эта разница, какая сумасшедшая разница восприятия реальности, конечно, когда мы вот более в низком я, в этих более низких вибрациях, в 3D пространстве находимся, в пространстве формы, физическом, да, и когда мы все-таки на уровне духовном находимся, в контакте с нашим высшим я. И, конечно, и за это время происходили, знаете, такие даже интересные состояния я наблюдала, когда вот эта дуальность проявлялась вообще просто в моменте идеально. Например, когда я понимаю, что мое низшее я, то есть мой ум сейчас от чего-то страдает, я вижу эту негативную эмоцию, я вижу ее вибрацию, я вижу, как она влияет на мое тело, я вижу свое состояние, как я смотрю на реальность, и ровно в этот же момент я точно так же вижу свое состояние высшего я, вот это, знаете, вот это ровный, вот этот мир, тотальное вообще состояние, что все хорошо, и я понимала, что все в порядке, и вот эта любовь к себе, вот этой, которая сейчас просто выносит себе мозг там по какому-то очередному поводу, вот, и, и это тоже, это было так, знаете, тотально странно, то есть я прямо вот как левая, правая рука, это было вот так вот очевидно для меня, я отслеживала два своих состояния прям в один момент, в один миг, это было даже так, вот, и я, конечно, смотрю, что очень много влияет, очень сильно влияют энергетические вот эти потоки все, вот эти волны, которые периодически приходят там, да, на нашу планету, и с ними как-то новый, скажем так, поток информации, новый поток энергии, и загрузка моего высшего я за это время, она проходила постепенно, ну, с каждым разом все глубже, скажем так, и сильнее, я обосновывалась в этом теле, вот, и тоже прямо до вчерашнего дня вот эти моменты все равно я вижу, вот что важно понять, вот мы для этого, мы в это воплощение, в эту жизнь пришли для того, чтобы проживать определенный опыт и пройти какие-то уроки. И фишка в том, что прожить его через это тело, да, то есть именно с помощью этого тела, именно с помощью этого ума можно осознать какие-то моменты, которые с нами происходят. И знаете, случаются жизненные ситуации, которые нужно прожить. Высшее я просто берет и вот так вот отключается. Я беру просто отключаюсь для того, чтобы прожить тотально этот опыт. Но при том остается, что интересно, остается вот эта ниточка вот если сердце открыто, да, то есть через вот этот портал, вот эта ниточка и такое глубинное понимание все равно связи, глубинное понимание процесса, что, ну, такого, знаете, тотального доверия. То есть я понимаю, что меня там накрывает, что мне кажется, что там, я не знаю, что вообще чуть ли не жизнь закончилась и прочие вещи, какие-то кучи негативные эти. То есть, ну, когда с каждой новой волной там, да, вылазят какие-то вещи, связанные с моим низшим я и проявлением вот этого проживанием опыта, жизненного опыта здесь, вот, то как только этот опыт проживается, отпускается, то есть вот этот процесс роста, процесс эволюции там, да, на вот этом уроке, он закончился, все, у меня опять назад идет выгрузка вот в это состояние высшего я, то есть опять, знаете, окей, я здесь, я наслаждаюсь, я делюсь своей вибрацией, я свечу этим светом, и все классно, все здорово, все великолепно, вот, поэтому, как я сейчас понимаю, то, как происходит, то, на каком уровне сейчас я есть, да, вот это постоянный тотальный контакт с собой, он присутствует, и вот, но дуальность, она все равно останется, потому что мы остались в этом теле, то есть
ум, он не умрет, с ним ничего не случится, да, просто что тут достаточно сложные такие психологические процессы происходят, потому что переосознание себя, переоценки, нужно очень много снять с себя шелухи, очиститься от очень многих блоков там и прочих вещей, чтобы постепенно как-то допустить какие-то вещи и, ну, ум смог вообще принять вот эти моменты, вот, потому что до момента, пока мы не принимаем, пока мы считаем, что я есть вот этот ум и есть вот эта вся тема, конечно, сложно куда-то двигаться, и только когда я выхожу за рамки, только когда я повышаю свои вибрации, я понимаю, что есть на самом деле. Слушайте, что-то наговорила вообще, что-то наговорила невероятное множество всего. Я надеюсь, что что-нибудь понятно. Надеюсь, что что-нибудь понятно. Да, ребят. Я буду очень рада пообщаться на эти темы. Спрашивайте, задавайте вопросы и делитесь своей информацией, как у вас это проходит. Мне кажется, это очень-очень крутой опыт. Целую, обнимаю, пока.